Всем привет! Мы сегодня очень устали, народу было очень много. Видимо, активно перед Новым годом, что ли, люди начинают ходить. Устали, но однако видео мы снимем сегодня, потому что такая потребность есть. Сегодня такие были клиенты. Значит, нужно что? Белое, максимально дешево и максимально качественно. Я в сказки не верю, но мы все-таки предложим вариант. Я вообще штукатурку декоративную в белом цвете не совсем воспринимаю. Для меня она должна быть, если фактурная, например, кстати, да, она должна быть фактурная. То есть мыться должна быть объемненькая немного хотя бы. Вот так вот, я в сказки не верю, но мы попробуем. Я предлагаю уменьшить количество материала, то есть сделать минимальный расход декоративной штукатурки, не теряя качества. Белая стена, например, она там шпаклеванная, да, допустим, у вас. Наносим кварцгрунт. Кварцгрунт, это, я напомню, это грунтовка белая с кварцевым песком. Она придает стене белый цвет и шероховатость небольшую. То есть там кварцевые такие песчинки. Наносим валиком кварцгрунт. Тем самым стена станет белая и шероховатая. Расход кварцгрунта примерно 200 грамм на квадратный метр. Это достаточно недорого. Если кому-то будет интересна стоимость, то нужно писать, переходить по ссылке и писать, делать запрос, потому что очень многое зависит от ваших квадратных метров. То есть у кого-то этот образец выйдет 150 рублей квадратный метр, а у кого-то 200. От площади зависит очень много. Пишите, спрашивайте. Наносим белый кварцгрунт валиком в круговую, как будто бы красим. И дадим ему высохнуть часа 2-4. Дальше будем следующий слой наносить. Напомню, что мы наносим максимально дешево, не теряя качества. И чтобы это было фактурненько, и чтобы мылось, но чтобы было недорого. И белое. Вот так. Оставляем сохнуть и продолжим. Полностью высох кварцгрунт, он создал однородный слой и шероховатую поверхность, такие песчинки. И теперь для того, чтобы сделать максимально дешевый эффект на своих стенах, про цвет мы сейчас не говорим, мы можем поступить так. Берем лофт, штукатурка декоративная, не зернистая совсем, вот такая она достаточно густая. Получается, мы берем лофт, накладываем его немного совсем на кельму. Толстый слой нам не нужно. То есть мы делаем что-то типа карты мира, типа марокканской штукатурки. И прямо на кварцгрунт вот такие мелкие-мелкие ежики, вот так, плоскостью кельмы сюда перемещаем. Смотрите, мало, немного. То есть мы хотим максимально удешевить стоимость материала, при этом не испортив качество материала. Значит, мы будем материал качественно использовать. Но наносить его будем минимальным расходом. В качестве первого слоя мы использовали кварцгрунт, а второй слой, сами вот эти шлепки, наносим лофт. Тоненько наносим, не жирно. И тампуем. Руку все время поворачиваем вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. Вот так вот вертим. Если хотите, вы можете штукатурку разбавить водой, 5%, например, для более удобного нанесения. Если вы хотите, чтобы вам было пожиже, то, пожалуйста, разбавляйте. Штукатурка на акриловой основе, она разводится водой.
очень дешево выйдет этот образец. Максимально дешево. Я сейчас, давайте цены не буду называть. Если кому-то интересно, то напишите, пожалуйста, по ссылкам, есть это все. Все вопросы можно туда задать, мы всем отвечаем. То есть мы вам рассчитаем, что нужно, оформим доставку. Эта штукатурка у нас есть в наличии. Можно ли использовать другие, сказать не могу. Не пробовала. Особо другие материалы, какие-то прямо, чтобы были они, знаете, в чем разница там. Другие материалы, а зачем, если можно этот использовать? Они дешевле? Нет. Они качественнее? Нет. Ну а тогда для чего? Теперь мы вот эти вот ежички, тамповочки немножко дадим подсохнуть, буквально совсем чуть-чуть. Ну, скажем, 3 минутки давайте дадим и их пригладим.